Бездомный пес принес к порогу ветеринарной клиники странный сверток. Когда ветеринар развернул его, то в ужасе закричал. Серый дождливый вторник в клинике «Добрый след» начался обычно. За окнами шумел ветер, по стеклам стекали потоки воды, а внутри пахло кофе и лекарствами. Персонал готовился к приему, когда администратор Елена вдруг заметила движение у входной двери. Под проливным дождем сидел крупный грязный пес. Его шерсть сбилась в колтуны, лапы дрожали от холода, но он не лаял и не просился внутрь. Рядом с ним лежал мокрый, туго свернутый сверток из старой ткани. Пес смотрел прямо на Елену, тихо, настойчиво, словно ждал именно ее решения. Елена открыла дверь. Но пес не сделал ни шага. Вместо этого он осторожно подтолкнул сверток ближе к порогу и тихо заскулил. В этот момент к ней подошел врач Андрей. Он присел рядом, медленно протянул руки и развернул тяжелую промокшую ткань. Внутри лежал крошечный котенок. Он был настолько слаб, что почти не двигался. Его дыхание едва ощущалось, шерсть была холодной и мокрой. Казалось, он уже на грани. «Быстро внутрь», — коротко сказал Андрей. Котенка сразу унесли в смотровую. Его начали осторожно отогревать, укутали в теплые полотенца, подключили кислород. Каждая секунда была на счету. Тем временем пса все-таки удалось завести внутрь. Только тогда стало видно, в каком он состоянии. На задней лапе старая воспаленная рана. Видно было, что он шел долго, через грязь и дождь, преодолевая боль. Но больше всего поражало другое. Пес не интересовался ни едой, ни теплом. Он хромал по коридору и лег прямо у двери, за которой спасали котенка. Он не сводил глаз с этой двери. Каждый раз, когда она приоткрывалась, пес поднимал голову. В его взгляде читался один вопрос: жив ли он? Часы тянулись медленно. Врачи сменяли друг друга, стараясь стабилизировать маленькое тело. Переохлаждение было сильным, но котенок упорно цеплялся за жизнь. И, наконец, получилось. Когда котенка, уже согретого и накормленного, аккуратно вынесли в коридор, пес сначала даже не поверил. Он медленно поднялся, подошел ближе и осторожно ткнулся носом. Потом начал вылизывать его, бережно, почти невесомо. Котенок дернулся, прижался к теплой шерсти и вдруг тихо замурлыкал. В этот момент даже самые строгие врачи отвернулись. У многих на глазах были слезы. История быстро разлетелась по округе. Люди звонили, писали, предлагали помощь. Пса временно назвали Найдом, а котенка — Счастливчиком. Прошла неделя. Котенок окреп, начал уверенно стоять на лапах. Найд все это время не отходил от него, лежал рядом, грел, следил, будто это его собственный детеныш. И вот однажды в клинику вошла пожилая пара. Они долго искали своего пса, пропавшего во время сильной грозы. Когда Найд увидел их, он будто преобразился. Уши поднялись, хвост задрожал, и он бросился к ним с тихим, радостным скулежом. Это был их Найс. Но когда пришло время уходить, произошло неожиданное. Пес остановился. Он повернулся к боксу, где лежал котенок, и тихо заскулил. Он не двигался с места, он не мог уйти без него. Пожилая пара переглянулась. Им рассказали всю историю, от дождливого утра до спасения. Несколько секунд тишины, и решение было принято без слов. «Забираем обоих», — тихо сказала женщина. Теперь Найс и Счастливчик живут вместе в одном доме. Они спят рядом, играют, и пес по-прежнему оберегает кота, как когда-то в тот холодный, дождливый день. Иногда настоящая доброта не требует слов. Она просто берет и спасает, несмотря ни на боль, ни на страх.